Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами посмотрим праздничную лимитированную коллекцию On Color. 4 оттенка губной помады с эффектом металлик и 3 оттенка мерцающих лаков для ногтей. Если вам это интересно, поехали! По случаю приближающихся праздников продукты для макияжа On Color принарядились в новый дизайн. Глубокого фиолетового оттенка стали тюбики, лак просто поменял оттенок, а помада еще дополнительно украшена звездочками. И здесь мы также видим логотип On Color с одной стороны колпачка и с другой логотип Oriflame. На лаке просто серебристый логотип On Color. В остальном соответствует в целом классической линейке On Color и лак, и помада. Давайте рассмотрим сначала помаду. В ней 4 грамма. И вообще в линейке On Color упаковка позиционируется как простая, но тем не менее она достаточно крепкая. Вот слышите, закручивается помада со щелчком, и также футлярчик тоже закрывается щелчком, то есть она в сумочке у вас не откроется. В этой линейке Oriflame обещает нам матовое покрытие с эффектом металлик для легкого мерцания, насыщенные пигменты для роскошного цвета и дополнительный комплекс крем-комфорт для гладкости и ухода, который будет обеспечивать равномерное покрытие, не сушащие губы, что очень важно для таких мерцающих матовых помад, для помад с металлическим блеском. В основном этим помадам присуща вот такая некоторая сухость, а здесь добавили крем-комфорт. Сейчас мы его будем тестировать. До этого у меня на губах была помада Giordani, тоже новинка с эффектом звездного мерцания в пурпурном оттенке. И сейчас я хочу сравнить по ощущениям вот эти две линейки. Линейка Giordani считается премиум линейка каталога Oriflame, а On Color эконом. Вот насколько они будут отличаться. Та помада очень яркая, пигментированная, и это тоже заявлено. И давайте же тестировать. Первый оттенок, который я сейчас буду наносить, это 41725 лиловое сияние. Я вижу, что у помады удобно Cushion Stick, значит наносить будет комфортно, и вот такого явно выраженного мерцания я не вижу. Да, на матовую помаду похоже, но вот какого-то металлического оттенка не наблюдаю. Сейчас посмотрим, как это будет на губах. Знаете, когда вот смотришь на помаду, она выглядит как тауповая, вот на сам стик. Когда смотришь на губы, думаешь, ну да, в принципе, помада лиловая. Красивый оттенок по ощущениям. Помада суховата, но комфортно. То есть она не растекается, как кремовая, ухаживающая, какая-то ультракремовая. Знаете, бывают такие линейки. Нет, она прям очень плотно ложится на губы, но ощущение сухости она не дает. Финиш, мне кажется, больше сатиновый. И давайте посмотрим, если мы вот попробуем немного прибить матовость. Нет, все равно вот такой некоторый сатин остается, но все равно вот эта помада, она ближе к матовой, чем к влажной или кремовой, которые в последнее время в каталоге Oriflame появляются. Хорошо держится на губах. Вот мне кажется, что она будет довольно стойкая, потому что она плотная, да, вот из-за своей текстуры. Оттенок лиловый, сильного металлического блеска я не наблюдаю, но комфортно ложится, покрывает равномерно. Мне нравится. По-моему, неплохо выглядит помада. Мне кажется, это тон для тех девочек, которые любят оттенки какао, тауп, припыленно-розовые. И вот им точно понравится. Я к таким девочкам отношусь, поэтому считаю вот эту помаду неплохой. Следующий оттенок 41726. Огненная фуксия. Вот, если честно, для меня это два разных совершенно понятия. Когда я слышу оттенок огненная, мне представляется что-то очень рыжее. Ну, а фуксия, она никакого отношения вообще к рыжине не имеет. Но вот здесь на самом стике металла больше, чем в предыдущем оттенке. Ну, очень яркий, неоновый, вот прямо для какой-то гламурной, супер гламурной вечеринки тон. Давайте посмотрим.
Вот он, Барби оттенок. Давненько мы их не видели. И да, здесь металла вот заметно больше. Сразу видно, что это линейка On Color. В бренде Giordani таких оттенков вот просто не найти. Если предыдущий еще можно покопаться, поискать тон, то этот вы точно не найдете. Этот оттенок вы найдете только в On Color. Если вам нужен вот такой вот яркий, неоновый, гламурный макияж губ, то обращайтесь, пожалуйста. Вот вам фуксия. Не знаю, насколько огненная, но то, что она очень яркая, то, что она очень эффектная, это однозначно. А еще такие яркие, холодные оттенки делают ваши зубы визуально более белыми. Поэтому, если у вас есть такая задача сделать свою улыбку чуть более ослепительной, то обратите внимание тоже на этот тон. Здесь, конечно, вы можете вписать его в свой макияж. И вот после розового оттенка сразу же привет тинт. Всего, наверное, пару минут была у меня помада на губах, и вот розовый тинт уже остался. Если помада побыла бы час и более, я думаю, что губы были бы еще более розовыми, потому что помада проявилась бы на коже. Так что имейте в виду этот нюанс. И следующий оттенок у нас магнетический красный, 41 727. И знаете, вот этот красный как-то подозрительно похож на фуксию и на какой-то уж очень розово-красный оттенок, хотя по-английски он тоже red, а здесь прямо перевод практически точный, но не знаю, я красный представляю себе немного по-другому. Давайте посмотрим на губах. Не знаю, что в этом оттенке красного, но в каталоге он тоже не красный. В каталоге вот очень близкая цветопередача к тому, что я вижу сейчас на губах. Это какой-то темный розовый, действительно с металлическим стальным блеском. Очень неплохо выглядит, но если вы, слыша название красный, хотите видеть что-то алое, либо что-то в голливудских оттенках, глубокое, такого образа черного платья, нет, это совсем другая история. Это какой-то красный, да нет, это не красный. Давайте по-честному, это не красный, это темный, женственный, яркий розовый, может быть орхидея, может быть это вот этот металлический блеск ему придает этот какой-то другой оттенок. Но красного здесь вот и рядом нет в этом тоне, я не знаю, почему его так назвали. После красного оттенка, красного, назовем его так, остался тоже небольшой тинт, не сильно яркий, но и помада тоже на губах была всего пару минут. И четвертый тон давайте протестируем, 41 728, называется он бронзовый закат. Если сравнивать с бронзой Giordani, которую мы совсем недавно смотрели у нас на канале Взлет, то та более какая-то рыжая, а вот эта бронза в стике выглядит как такой молочный шоколад, даже светлый какой-то шоколад. Давайте посмотрим на губах, что сделает с этим оттенком металлический блеск. Вот интересно, когда наносишь, вот этот стик становится более серебристым. На всех помадах я это заметила. Сначала думала, может быть, что-то с губ тут переносится. На губах вообще ничего нет. Я удаляю вот салфетками для снятия макияжа помаду. Поэтому помада наносится на чистые губы. Но стик каждый раз как будто бы припылен чем-то серебристым. Вот я так понимаю, это и есть вот этот эффект металлического блеска. Наверное, когда идет трение стика о губы, вот эти металлические частицы начинают проявляться. И помада выглядит на губах по-другому, чем просто вот она выглядит в стике. Она выглядит именно так, как вот на этом срезе после соприкосновения с губами. Несмотря на то, что у этого оттенка тоже есть металлический блеск, она более сдержана. Вот первая и последняя из 4 помад, они более какие-то приглушенные и дают более нежный, более строгий макияж. 2 средние помады, вот эти вот ярко-розовые, светлые, темные, они, конечно, прям вау, их будет видно издалека. Сначала заходят губы, потом заходите вы. Если вы выбираете именно для вещей,
вечеринки, для того, чтобы быть в центре внимания, то обратите внимание на эту линейку. Действительно, она создана именно для какого-то такого бурного и веселого времяпрепровождения. Первый оттенок 41725, лиловое сияние. В стике оттенок не похож на фото губ в каталоге, но если стик развернуть и вы вот посмотрите внутри на скос этого стика, то место, где уже я накрасила им губы, то вы увидите, что он стал именно серебристым, именно таким, как выглядят губы в каталоге. Давайте посмотрим сводч на руке. Помада очень пигментирована, смотрите, как плотно ложится. Это вот в одно нанесение, и если дальше я буду наносить, наслаивать, вы видите, что цвет практически не меняется. Следующая помада — это 41726, огненная фуксия, и та же самая история. Если мы смотрим в стике, то оттенок другой. Если мы разворачиваем вот этим скосом, где я уже красила губы, наносила оттенок на губы, то вы видите, что проявляется именно вот этот металлический блеск, точно такой же, как на губах в каталоге, и помада выглядит более какой-то выбеленной. Давайте покажу вам сводч на руке. Более прозрачный оттенок, чем предыдущий, но все равно вы видите, насколько яркий цвет у этой помады, и в целом линейка очень яркая. Следующий оттенок 41727, магнетический красный. Сам стик красный, но давайте разворачиваю вам, показываю, и вы видите, что появляется металлический отблеск на вот этом срезе, такой же, как и на губах в каталоге. И последний оттенок 41728, бронзовый закат. Тоже вы видите, что стик потемнее, губы более светлые, более выбельные, серебристые, а вот этот стик после уже нанесения на губы вы видите, что тоже такой же металлический оттенок. Вот смотрите, вроде бы помада теплая, но серебристый оттенок дает, ну, наверное, тот самый популярный тон шампанского, который многие любят. Смотрите, как красиво переливается. Вот такие 4 оттенка. Какой из них понравился вам больше всего? Давайте теперь подберем лак к этой помаде. Мерцающие лаки для ногтей On Color выпущены в этой коллекции в 3 оттенках. В каждом лаке объем 5 мл и страна производства Люксембург. Первый оттенок 41722, фиолетовая вспышка. И действительно вы видите, как лак переливается перламутром, очень красиво бликует. Давайте посмотрим его на ногти. Кисточка у этого лака очень широкая, как-то прям даже непривычно мне. И она захватывает большую поверхность ногтя. Лак яркий, но полупрозрачный. Я думаю, что ему потребуется второй слой. Оттенок очень красивый, но менее насыщен, чем когда мы смотрим на него в тюбике. Обязательно нанесу второй слой, чтобы мы посмотрели, станет ли лак более плотным. Следующий оттенок 41723, сверкающая фуксия. И это, знаете, такая прямо темная фуксия. И такой же мы видим шиммер, очень-очень мелкий. Мне кажется, что он немного золотистый. Давайте посмотрим на ногти. Кисточка, она прямо очень широкая. Я уже как-то отвыкла от таких кисточек. И мне кажется, что лак лег лучше на ноготь, чем предыдущий оттенок. Не знаю, с чем это связано. И смотрите, вот этот оттенок светлее, чем баночка в каталоге. А этот оттенок, наоборот, выглядит ярче и темнее. И в этой линейке, мне кажется, он подходит больше под помаду магнетический красный, чем под огненную фуксию. И давайте посмотрим еще один оттенок 41724, бронзовое сияние. Такой рыжий оттенок с медным отливом. И тоже, мне кажется, как и предыдущий, ярче, темнее, насыщеннее, чем баночка в каталоге выглядит. Посмотрим, как будет выглядеть на ногте. И здесь, в отличие от помады, там серебристый металлический есть отблеск, а здесь явно золотистый. То есть решили никак не экспериментировать, сделать у бронзового сияния сияние именно золотистым. Кисточка выглядит прямо как веер. Из-за этого она охватывает всю поверхность
ногтя, когда я наношу лак. У основания кисточка, там, где она крепится к палочке, тоненькая, а именно к низу расширяется, как елочка. Ой, этот лак прямо совсем полупрозрачный. Его точно нужно покрывать 2 слоя, и он очень сильно полосит. Сейчас посмотрим, как он будет выглядеть 2 слоя. Давайте наносить 2-й слой. Фиолетовый оттенок сразу становится более насыщенным. И знаете, что мне нравится в нем? Что блестки, вот эти перламутровые, которые есть в этом оттенке, они тоже фиолетовые. Получается такой голографический эффект. Мне кажется, что вот этот оттенок лака будет самым популярным в этой линейке. Напишите мне обязательно, какой из оттенков понравился вам больше всего. Следующий тон у нас фуксия, 23. Давайте мы его усилим. Здесь шиммер серебристый, хотя тоже есть розовый отлив, знаете, у этого шиммера. Вот, смотрите, какой яркий стал ноготь. И последний оттенок — бронзовое сияние с ярко выраженным рыжим. Вот знаете, хотел даже назвать медным этот оттенок, но нет, он именно рыжий, вот как шуба у лисы в сказках. Посмотрите, какой рыжий цвет. Это даже не золото, а именно вот самая настоящая рыжина. Вот такие 3 новых мерцающих лака для ногтей On Color. Какой вам понравился больше? Фиолетовая, фуксия или бронза? 4 оттенка помады с эффектом металлик и 3 лака с мерцающим блеском. Безусловно, придадут вашему образу гламурные штрихи. Подобрали ли вы себе что-то для покупки? Пишите обязательно в комментариях. Как вам новая линейка? Я с удовольствием почитаю ваши отзывы. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!